довольно далеко, но мир тесен. Еще год назад мы проезжали в этих краях, и я тогда обратил внимание, я прям помню, на такую полуразобранную крышу. Ну, крыша и крыша, стройка и стройка, мало ли что бывает. Но сейчас нам рассказали одну историю. Ну, собаку я вижу уже. Цепь, да? Домик такой себе, да, конечно? Тем временем, опережая вообще все события, мы едем на пилораму, чтобы там закупить и подготовить к доставке уже материал. Здрасте. Это по доставке с вами, да, общался я? Угу. Собственно говоря, мы приехали за доской. А вы и сено повезете, да? Ну да, она заказывала сено. Это так просто, типа, так совпало, да, так да. получилось? У нее пони просто есть, и поэтому заказывают у нас сено периодически. Думал, что завтра свезу, и вот такая проблема. Короче, мы придумали такую тему. Это просто вот случайно так случилось. Как зовут тебя? Ваня. Ваня. Короче, Ваня узнал адрес, он такой, и это там, где крыша сгоревшая уже давно. И мы такие, да, я туда сено должен повезти, как раз туда. И мы сейчас просто в моменте решили, что к ней приедет Ваня с доставкой как бы сена, заодно и пиломатериал у него будет. Ну, мало ли, что он там возит. Так, насколько я знаю, нужен 50 на 150, первый сорт. Да, 6-метровых. 22 штуки. Сорт? А какая разница? Ты строек, что ли, не проходил? Что такое первый сорт? Ну, сучки, в первую очередь. Нет, ну, на самом деле, да, тоже есть и по ГОСТу, то, что сучки, не сучки. Ну, количество сучков, количество, что там, ну, там, сухость, это и так, понятно. Есть так называемая кора, вот здесь есть, это второй сорт, а там ее нет совсем. Это чистый материал, это первый сорт, а это второй сорт. Первый сорт, а дальше есть А, Б, я просто перепутал. Все, сучки это А, Б, С, Д и так далее. Ну, да. Все, это просто я перепутал. Я уже стройку прошел и уже забыл все. Ну что, мы берем первый сорт без коры, 22 штуки этих и 22 штуки на 25-х, да. 25-х, сейчас, секунду. Так. Наши съемки – это постоянные передвижения и почти всегда за рулем машины. Когда за рулем проводишь столько времени, начинаешь понимать, как бы аккуратно ты ни водил, все равно остаешься в зоне риска. Водители бывают разные, дороги тоже. И вопрос не в том, случится ли что-то, а вопрос в том, насколько ты к этому готов. Вот тут ты понимаешь, зачем нужен полис каско, чтобы в любой момент знать, что в случае чего ты не останешься один на один с проблемой. С полисом каско от Т-страхования вы можете быть спокойны за свою машину. А сейчас можно еще и круто сэкономить. Ведь при покупке полиса каско или ОСАГО для клиентов Т-банка начисляется кэшбэк до 50%
сервиса топлива. У страховки есть ряд преимуществ. Направления на ремонт дают всего лишь за час. Не придется месяцами ждать и выбивать справки. Стекла, зеркала, фары ремонтируют без справок и без лишней волокиты. Все оформляется онлайн, без лишней траты времени на поездки по офисам. Служба поддержки работает круглосуточно, так что если вдруг что-то случится с вами в дороге, специалисты всегда будут с вами на связи, в чате и по телефону. Оформляйте КАСКО или ОСАГО в тест-страховании и получите ваш кэшбэк до 50% в сервисе топлива. Торопитесь, акция действует до 10 апреля. Подробности по ссылке в описании. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам. А я никого не приглашала. Мы, на самом деле, знаю, что у вас ситуация там с пожаром была, да, давно? Ну, недавно, 2 года назад. 2 года назад. Последствия. Еще никак не можно прийти. А можно посмотреть, обойти? Да. Сейчас, просто- секунду, я перейду. Да, тут собака лает просто. 2 года назад очень символично случилось в новогоднюю ночь. Ближе к утру у этой семьи случился пожар. Загорелась крыша и весь 2-й этаж. Приехавшие пожарные тогда смогли спасти дом, но, разумеется, крышу уже спасти не удалось. Я верю, что частично, что у вас здесь прямо это, да? Ну вот если одну сторону более-менее позакрыли, здесь прошлую зиму было закрыто мембраной, и из-за обильных снегопадов здесь сломала стропила опять. Начали переделывать, и поэтому получается, что пока вот так. Вот эта сторона практически нет. Единственная проблема, серьезная, после пожара, которая осталась, это вот эта вот злосчастная крыша. С одной стороны, стропильная система сделана, обрешетка сделана, и она кое-как покрыта старыми бэушными листами железа. С другой стороны, это просто зияющие дыры, накрытые как-то где-то пленкой, которая уже порвалась. Сколько детей у вас? 3. Лет 16, 13 и 7. Как это случилось-то? В чем причина пожара, известно? Ну, как бы не до конца, от печки. Перекалилась труба. Сэндвич оказался бракованный. Только было в начале и в конце трубы вот эта вот прослойка, а в середине трубы ее не оказалось. Прошлый год, также 4 января, у нас были морозы под 40 с лишним градусов. У нас лопнул котел. Пришлось деньги, которые копились, просто вкладывать все в покупку котла. У нас все очень далеко. Одна доставка до 10 тысяч. Цены, конечно, здесь очень суровые. Ремонтную бригаду нанимать, это вообще неподъемные. И фронтона тоже нету, да? Ни одного, ни Ну, второго. Все выгорело. Все выгорело. Мама живет, скажем так, небогато. И сделать крышу в одночасье для нее просто не под силу. После всего случившегося семье пришлось какое-то время жить в другом месте. Они перекантовались месяц-другой и далее вернулись в свой дом. 2 года прошло, а до сих пор на участке так или иначе видны следы последствий пожара. Вот здесь раньше котел стоял, вот на этом месте. И оно вот отсюда пошло гореть. Вот с этого места я прям видела, как вот отсюда вот с этого места пошло гореть тут. Оно началось вот с такого костерка, с маленького. Если бы, может быть, я где-то и сама чуть-чуть виновата, но я в таком шоке была, что я детей вытолкала на улицу, я не сообразила даже дверь закрыть. Может быть, бы дверь закрыла, может, оно бы так сильно быстро не раздуло. Потом пожарные тут, конечно, подъехали.
пока все это разматывали шланги, все. Потом залили, получается, катушили, да? Мы 3 дня ходили вот так вот. Благо были каникулы зимние, дети были у бабушки, а я отсюда не уходила вообще. Выкидывали вещи, там что-то, пытались воду собрать, насколько это возможно, что не уходила само, то собиралась. Теперь я очень прям у меня все равно состояние паники сохраняется. И, честно говоря, жду не дождусь, когда нам проведут газ, чтобы избавиться от печки и чтобы сделать газ. Значит, приезжаем мы туда. Ты привозишь сено. Заодно у тебя доски лежат в кузове. Тут в какой-то момент появляемся мы. Мы с ней уже общались сегодня, и мы такие, типа, ой, а мы еще там что-то поговорить. Ну и каким-то образом я переведу разговор на то, что, о, типа, доски, и, в общем, тоже я их сгрузим. Ты до конца не колись. Договорились? Ну, типа, вообще не при делах. Чё, кто? Те доски, которые мы там погрузили, это не просто доски, мы знаем, сколько количества нужно уже для того, чтобы сделать одну часть крыши. И плюс ко всему доски это только начало. На самом деле удивительно, что с сеном так получилось, потому что это реально, вот вообще просто здесь ничего не было заранее спланировано. Мы просто, искали, где можно быстро, оперативно купить доски. Кстати говоря, много не могли найти место, где купить. В итоге нашли, и оказалось, что прям туда, по этому адресу, завтра должно приехать сено. Вот, поэтому все соединили, все вместе. Я не знаю, как так происходит вообще, как так бывает. Ну, елки-палки, как ж так-то? Тут на целых 3 дня, можно сказать, еды. Вот чуть-чуть еще туда, до кучи. Так. Ну, жесть, конечно, могу сказать. Просто жесть. Да, ну, собственно говоря, здесь вообще нету крыши, по сути. Да, вот последний ветер был, тут вообще даже что было укрыто вот зеленым укрывным материалом, все отодрало, но туда не забраться нам было. Соответственно, идет дождь, все это капает сюда. А здесь что, здесь просто дерево, да, утеплители дерева? Здесь крыша вагончика. А, крыша вагончика. Да. А из чего? Из металла она? Здесь 4 металлических вагончика, сваренные друг с другом. Так, ну таким образом я здесь точно не провалюсь, если там вагончики. Все, отлично, я пошел исследовать, изучать. Ну что можно сказать, просто вот. И все. Здесь все обгоревшее. Здесь система вся тоже обгоревшая. Вот. Да. Это пристройка, я так понимаю, хозяйственная такая больше. Здесь вообще все провалилось.
Наши съемки – это максимально реальная жизнь, все как есть. И порой это и вносит свои коррективы. Приехав в семью с детьми, детей мы там не увидели вообще. Мы не стали туда заходить, не стали их тревожить. Давайте уж не будем, потому что все валяются с температурой, с соплями. Но в этом и особенность наших реальных съемок, поэтому детям скорейшего выздоровления. Прикидывали, что по стоимости, чтобы крышу сделать нормально, чтобы не протекало и нормально было? Я не могу прям вот так вот точно. Ну, материал, ладно, прикидывали материал. И мы его считали 2 года назад. Я не буду врать, вот расценки сейчас, наверное, повысились. Самый бюджетный вариант. Ну, что-то там сумма была, по-моему, по металлу к 150 тысяч. Доход у Марины не очень большой. Это детские пособия, это подработка на полставки или на какую-то там даже еще меньше, чем полставки. И это пони. 2 маленькие лошадки, на которых она, выходя в парк, катает людей. И, к слову сказать, животных она очень любит. О, ничего себе у вас тут. Привет. Заходите. Сейчас я закрою дверь, чтобы не ушли. Там еще сзади еще один идет. Он этот немножко кусается, аккуратнее руки. Немножко кусается, это что значит? Он жеребец, он чуть-чуть может куснуть. Вот он меня прищипывает. Иди, Тайсон. Иди, малыш. Иди сюда. Ты красавчик. Ты красавчик. Да, ты красавчик. Просто маленькая лошадь, вообще для меня загадка. Ёлки-палки, только не кусай меня, пожалуйста, нет! А, он кусает. Чуть прикусывает. Ты чё кусаешься? Ах ты вредный, конь. Конь. Иди, попозируй, ты красивый. Да. Ой. Нормально. Ой. Они гуляют, да. Он очень любит с людьми общаться, а вот она не очень. А он вообще такой общительный товарищ у нас. В прошлом году к нам попала машина. Мини-купер. Та самая машина, мимо которой сложно пройти. Правда, есть один нюанс. Мы решили эту машину восстановить, дав ей вторую жизнь. И пока разбирались, поймали себя на мысли, а сколько сейчас вообще стоит такой мини в хорошем состоянии? И главное, как выбрать машину, чтобы потом не оказаться в сервисе с кругленьким счетом? Ведь просто по фото или красивым рассказам продавца сложно понять, не прячется ли за красивым внешним видом серьезный ремонт или скрученный пробег. И здесь сильно помогает сервис Автотека от Авито Авто. Тут можно проверить машину по 25 критериям проверки. Был ли ДТП? Не скручен ли пробег, нет ли залога или ограничений и многое другое. Вот, например, есть отчет мини хэтчбэк 2014 года. Из отчета мы видим, что автомобиль, кстати говоря, был в ДТП, но есть расчеты стоимости ремонта, и можно подробно посмотреть, какой ремонт был. Также видно, что автомобиль продавался на Авито, видно по какой цене. Видно, что не найдено ограничение на регистрацию, нет сведений о розыске и также нет залога. И еще из отчета мы видим, что один владелец по ПТС. Это очень хорошо. Также, если просмотреть ниже, в отчете есть график, из которого видно, вот этот график, что пробег не скручен. А теперь еще и новая фишка – рекомендация по выезду на осмотр. Теперь искусственный интеллект смотрит на отчет как опытный автоподборщик, изучает данные и дает рекомендации по выезду на осмотр. Это как фильтр. Отсекает все лишнее еще до того, как ты начинаешь смотреть машину вживую. Круто экономит время, нервы и деньги. Плюс для вас промокод слово 30, который дает скидку 30% на отчет или пакет отчетов до 30 апреля. Очень пригодится, если тоже ищете машину. Влюбляйтесь в авто по отчету Автотеки. С ним выбирать машину проще, комфортнее и без лишних сюрпризов. Все подробности в описании под роликом.
О, там еще ребенок вышел, смотри, старшая дочка или кто? Здравствуйте еще раз. Мы тут еще подъехали пару кадров сделать, если можно. Привет. Я на вас подписана. Подписан на нас, да? Знаешь нас? А что вам привезли? Сено. Сено привезли. В чудеса веришь? У нас он что-то гуляет. Ага. Так вышло, что, видите, ваша дочь нас знает, да? Знаешь же нас? Да. Ну они в Ютубе постоянно торчат. Да, я вам хочу сказать одну важную вещь. Вам сено привезли, а здесь еще доски привезли. Тоже вам. И в понедельник приедет еще металл. И в понедельник начнется работа по крыше. Я вообще, честно говоря, в шоке. Я думаю, что уже через несколько дней у вас будет полностью сделана крыша. И ничего за это не нужно. Даже так. Сегодняшний день у вас начался во многом со стука в дверь. Мы с вами только увиделись сегодня, познакомились. К концу дня уже приехали досочки. Спасибо вам большое. Слушай, а что, не надо разгружать, да, я смотрю. Я приготовился. Я в шоке. У нас еще сено на такой машине не ездил. Сено? Да, обычно Ваня привозит на маленькой прицепе. Собственно говоря, мы с вами еще, наверное, увидимся, пересечемся уже в самом финале. А так просто будьте готовы теперь принимать доставки. Спасибо, что пацаны. А то неожиданно аж. Да, я понимаю, я вижу по вам, что неожиданно. Ну ничего, успехов вам. До встречи. Большое. Да, встретимся. Надеюсь, все будет хорошо. Конечно, будет хорошо. Наша проблема Пока. решится. Ну вот, собственно говоря, первый этап у нас готов. Мы познакомились, даже первые стройматериалы уже привезены. Да, пока их немного, это просто доски, это то, что в моменте мы смогли организовать и сделать. Мы знаем, сколько чего нужно, мы примерно уже все прикинули, у нас уже все схвачено. Собственно говоря, что? Теперь пошло строительство. Работа уже идет. Демонтаж произведен всего сгоревшего ненужного, всего мусора. Плюс ко всему будет произведен демонтаж вот этой вот временной металлической старой бэушной кровли, потому что закуплен уже новый металл, который сюда приехал. Сейчас делается обрешетка, все это доделается, покроется металлом, будут сделаны фронтоны. И, собственно говоря, все, крыша завершена. Почему это очень важно было сделать именно сейчас? Потому что весна, вот-вот начнется сезон дождей. Если бы не было крыши, то все бы это заливало бы водой, и дом постепенно бы все больше и больше разрушался, а в нем все-таки живут люди. Вот таким вот образом внезапно проблема целой семьи оказалась решена. Вам, зрителям, большое спасибо за просмотр, за то, что вы смотрите наши ролики. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на наш телеграм-канал. И, кстати, у нас в телеграм-канале сейчас проходит такой прям большой масштабный розыгрыш. Мы разыгрываем совместно с другими блогерами и спонсорами, благодаря которым это возможно. 3 автомобиля и еще куча разных призов. Нужно быть просто подписанным на наши телеграм-каналы.
Ссылка на Телеграм в описании, там все подробные условия. Обязательно туда подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Все, мы поехали. До свидания. Приятно было познакомиться с вами. Собственно говоря, на днях уже должно быть все готово. Ну, это вообще неожиданно. После того, как у нас 2 года вечная катастрофа какая-то случается, какие-то хорошие новости, прям очень-очень-очень приятно, что не все черная полоса. Должна начаться когда-то и белая.